Друзья, всем привет! Вот и наступило у нас воскресенье. Замело, как я вам говорил, вчера вечером. У нас всю ночь шел снег. Мокренький, правда, но таять не успевает. И видите, все так заснежило прямо капитально так. Смотрел вчера вечером фотки. Везде снеговиков лепят у нас. И, кстати, вон видите, где-то сзади солнышко пробивается. Отправляемся сейчас сам в город Каменск с микрорайона. И там немножко сегодня погуляем, поснимаем. О, видите, сегодня, кстати, детишки есть в парке, вон катаются. Ну, единственное, конечно, недостаток, что снежок сегодня у нас мокрый. Но мы сейчас с вами идем на электричку и будем ехать в Каменск. Да, в этом году, конечно, зима прямо настоящая такая, сказочная. Некоторые люди в комментариях пишут, что ой, да у нас типа каждый год такой. У вас-то да, но у нас вот на юге России далеко не всегда так. И мы в последнее время уже забыли, что такое снег, и вообще всю зиму очень часто в кроссовках и в туфлях там ходишь, потому что снега нету, так изредка только морозы, а снег, если и выпадает, то тает на следующий день. Дорога вроде более-менее почищенная, вечером и ночью техника работала, поэтому, в принципе, проехать можно. Ну, такая погода, конечно, лучше автолюбителям сегодня воздержаться от путешествий. А здесь, гляньте, какие заснеженные красавцы стоят. Да, в лесу, конечно, сегодня сказка. Но вот знаете, здесь вот идешь, снег вроде более-менее такой нормальный, практически не тает. А вот ближе к домам, где с крыш капает, там, конечно, слякоть уже начинается. Железную дорогу и перрон тоже полностью все заснежило. Ну и люди потихонечку собираются. Сейчас уже скоро приедет электричка. Сели мы в электричку. Сегодня новенькая, красивая вот такая вот. Нас повезет. Приехала наша электричка. Мы вышли. Здесь такой вот переход. Все белым бело. Идем на ту сторону. Вдалеке виднеется заснеженный Шахтерский. Видите, там есть и 3-4 этажа домики, ну и много коттеджев. А это дальше железная дорога туда пошла, в сторону Ростова-на-Дону. А это уже у нас микрорайон 60 лет. Вышли мы с вами на улицу Героев-Пионеров. Она здесь как объездная, поэтому на ней довольно-таки интенсивное движение. Но мы сейчас с вами прогуляемся туда до М4, до парка Патриота, а потом и по самому городу прогуляемся. А здесь вот такие красивые домики у нас на микрорайоне 60 лет Октября. А дальше, я не понял, или школа, или лицей здесь находится. Выходим на М4, а здесь вот такие у нас красивые домики и пятерочка. А вот впереди уже тут путепровод, разъезд и М4. Сейчас мы наверх поднимемся с вами. Вот мы и вышли с вами на М4. Видите, какой интенсивный трафик. Хоть и погода у нас такая не особо летная, но видите, какое количество фур идет. А транспортная артерия. Здесь и в снег, и в мороз, и в жару идет сообщение с севера, с югом. Вон, видите, кстати, чистят снег, машины поехали. А вдалеке он парк Патриот виднеется. Вышли мы наконец
почищенную дорогу. Перед нами парк Патриот с такими вот красивыми самолетами тут. Ну, сегодня, конечно, там все покрыто снегом и практически ничего не видно. Но я бы вам советовал этот парк посетить обязательно, но в теплое время года. Ну, я думаю, что мы сюда выберемся на 9 мая, на День Победы, обязательно поснимаем. Я здесь уже несколько раз был и снимал. Для вас, кому интересно, есть видео на канале. Вот богатырейцы, знаете, каких красивых добавили. Но он тут все время увеличивается, парк растет. У них появляется все что-то новое, правда, тут не так много места под расширение у них. С другой стороны у нас вон Байк-отель, столовая возле него, отель СССР, но сейчас все заметено и всю красоту, конечно же, не видно. Надо, кстати, как-то выбраться в музей легенды СССР, поснимать. Говорят, там очень красиво и интересно. А вот заснеженный парк Патриот сверху. Кстати, вон, видите, трактор едет, расчищает. Обошли мы кругом парк Патриот. Видите, у нас здесь KFC находится и чуть дальше Макдональдс, хотя город и небольшой, и по количеству жителей не положено, но в связи с тем, что здесь М4, интенсивный трафик движения, открыли здесь эти бистро, и водители по пути останавливаются здесь и обедают, завтракают, ужинают. И, кстати, здесь еще почему в Каменске много тоже находится отелей, гостиниц и так далее, потому что, опять же, люди едут и где-то бывают останавливаются передохнуть. А вот, собственно, и заснеженный Макдональдс. Ну, сейчас это у нас вкусная точка, улица Народная, 25. Вот, Народная стрит. Ну, кстати, видите, еще новогодние гирлянды висят. И, в принципе, дорожка довольно-таки протоптанная. Посетители есть. Ну, а местные жители сюда, чтобы перебраться, ходят по подземному туннелю. Вон, видите, дальше тут идет. И выводит он на ту сторону. И там, кстати, недалеко совсем находится Каменский автовокзал. Вот такой здесь подземный туннель вниз. Ну, здесь практически переходов пешеходных нету, потому что движение очень интенсивное. И поэтому здесь или подземные, или надземные переходы только на М4. И практически нет перекрестков. Там в одном месте есть, но, по-моему, он не работает. Вот, а по сути здесь везде путепроводы, такие вот развязки, либо тоннели. Ну так, более-менее чистенько. Вот мы выбрались наверх, как раз автовокзал. Он здесь, правда, небольшой, но тем не менее отсюда можно уехать до Москвы и до Ростова, а там куда угодно. Ну и идут всякие еще тут и пригородные, и межгородние поближе, типа там Воронеж и так далее, Белгород, автобусы. Единственный недостаток, что он находится от ЖД вокзала на другой части города. И надо вызывать такси, чтобы добираться с одного на другой. Решил я прогуляться на новый открытый мост. Его перед Новым годом открыли. Теперь здесь пробки у нас поменьше. Видите, вот новый мост, его в течение, по-моему, года-полтора построили взамен старого. Ну, старый демонтировали, потому что у старого опоры начали рушиться. Поэтому в этом плане здесь молодцы. Ну, здесь еще ремонт до конца не доделали. Видите, пешеходную еще, конечно, дорожку будут делать. И вокруг еще вон объездная, видите, тоже строится. Еще нету. Да, и вот, в принципе, впереди я вижу, что рабочие еще работают. Устанавливают ограждения там и так далее.
Вот такое вот ограждение тут шикарное, высокое ставят. Ну, еще какие-то ремонтные работы идут. Здесь даже стекло, но оно грязное. Поэтому с другой стороны практически ничего не видно. Сейчас будем с вами вниз спускаться. Вот такой здесь красивый вид. Спускаемся вниз. Ступенечки чистые. О, гляньте, вода ручьем просто бежит. Да, ну я думаю, что они к лету тут закончат ремонт. Вот видите, новые опоры такие красивые. Такая вот красота. Вон, видите, старая объездная дорога, которую строили временно из тех свай, что делали Крымский мост тоже, когда строили. Она вот стоит. Ее нужно разбирать. И тогда будет объезд на ту сторону. Вот такая вот здесь красота. И Северский Донец. Ну, видите, здесь льда практически нету. Дальше, вон, видите, полностью открытый. И рыбаков никого нету. Обычно у нас в любую погоду рыбаки бывают. А сегодня что-то никого нету. Вернулись мы с вами в Каменск назад. Это у нас улица Красная. Съезд СМ-4. Строящаяся объездная. Вернее, восстанавливающаяся. Здесь у нас красно-белая. Ниже пункт выдачи СДЭК здесь. И вот азбука инструмента и хозбосс такие. Хозтовары и инструменты. Ну а здесь идет верх ответвления на автовокзал и туда выше на улицу Ворошилова, куда мы с вами и отправляемся. Автовокзал, вид с другой стороны. А здесь, видите, напротив автовокзала открылся фикс прайс. Закусочная какая-то чебуречная и пятерочка. Прям город разрастается этими всякими магазинами и торговыми центрами. Это у нас улица Советская идет. Оказывается, улица Ворошилова, она там за перекрестком начинается. Хотя, ну, они по сути вровень идут. Почему так построили и разделили улицы, непонятно. Здесь у нас справа идет авторынок. Ну, микрорайон, начиная 60 лет. На другой стороне небольшой рыночек. Ну, сейчас понятно, что не работает, потому что погода нелетная. Да, уже, в принципе, 12 часов уже, наверное, народ разошелся. Ну, с утра, наверное, кто-то был. Идем дальше по заснеженному микрорайону. Все в снегу. Здесь пошли небольшие магазинчики. Вот пункт выдачи Яндекс. Яндекс с недавних пор пооткрывал много пунктов выдачи. Раньше Яндекс Маркет был, а пунктов выдачи не было. Ну, по крайней мере, у нас. Кстати, друзья мои, очень много новых китайских автомобилей, смотрю, появилось. Хавалы, моды повсеместно. Потихоньку переходят наши автолюбители на китайский автопром. Зашел здесь во дворике. Здесь вот детский сад такой заснеженный, красивый. Ну и домики здесь тихо, спокойно. На парковке машины стоят. Вот такая вот сказка. Ну, конечно, вот это вот все подмерзнет и будет жуткая такая корка завтра. Да, наверное, уже даже не завтра, а сегодня уже ночью. Машину надо вовремя от снега почистить, потому что все это примерзнет. Народ фотографируется, он в снежки играет. Да, это у нас вот торговый центр. Так его должны были сдать в 2022 году, так его и не достроили. Так вот он и стоит в полуготовом
состоянии. Хотя жалко, здесь, наверное, должен был быть или Ашан, или лента. Ну и кинотеатр должен был, еще что-то быть такое. Ну, пока непонятно, что со сроками его открытия и достройки. А вот здесь уже пошла улица Ворошилова. И, кстати, гляньте, даже какой-то компьютерный клуб есть. Интересно. PlayStation 5 и все такое. Свернули мы с вами в Парк Победы. О, здесь массовые катания. Сейчас подойдем, посмотрим. Здесь такой овраг глубокий. И, соответственно, горочки. Можно покататься. Единственное, конечно, снежок мокроватый. Но я думаю, что люди здесь где-то недалеко живут. Поэтому ничего страшного. Ну, много-много людей. Кто-то здесь снеговика такого вот слепил. Морковка, правда, выпала. Катания продолжаются. Все мокрые, но довольные. Вдалеке вон вторая еще горочка, но там меньше людей катается. Ну а мы двигаемся дальше. Пообщались здесь с друзьями, посмотрели, как они катаются. Ой, ну, конечно, снег мокрый и постепенно все мокрит. У меня тоже вот уже ноги, смотрю, подмокли и вот стоишь на месте, начали замерзать. Поэтому попрощался и двинулся дальше. Да, в этом году прямо шикарная у нас зима, прямо все в восторге. Кстати, снег, друзья мои, продолжает идти. Мы с вами идем по Парку Победы. Кстати, вроде собирались его реконструировать, но пока что-то руки не дошли. Вышли мы с вами на центральную аллею, такую заснеженную. О, и Барбос пришел. Привет! Тоже пришел с малыми покататься. Ну, здесь тоже много людей собралось на этой горочке. Видите, тут вокруг деревья новые посадили. Много-много. Ну и, наверное, будет реконструкция когда-то. Было тут голосование год, наверное, или полгода назад, где тут что реконструировать. Вроде бы этот парк победил. Но пока никаких данных о его реконструкции нету. Идем дальше, гуляем. Вышли вот такой красивой деревянной церкви. Сколько мимо нее хожу, все время восторгаюсь ее красотой. Ну, общественный транспорт ходит. Много машин. Кстати, тротуар здесь почищенный. Сейчас поближе на нее посмотрим. Все заснеженное, красивое. Идем дальше по Ворошилово. Здесь у нас частный сектор пошел. Движемся в сторону центрального рынка. У нас уже почти 2 часа дня. А вот мы подошли к Вело Бэби Маркету. Раньше у них еще было на микрорайоне 60 лет отделение. Оно и раньше было чем-то, но закрылось. Сейчас только здесь. Раньше частенько я у них разные запчасти покупал на велосипед и также сервисом их ним пользовался. Ну сейчас, честно говоря, цены у них выросли. Я больше всего сейчас запчасти, конечно, заказываю на Озоне, да на Wildberries или на Алиэкспрессе. Но велосипеды, тем не менее, можно здесь купить неплохие, модные, всякие брендовые, в принципе. Ну и сервис тоже, если что-то можете отремонтировать сами. Здесь, конечно, к ним можно всегда обратиться. Ну, конечно, по мере загрузки сделают. Подошли мы к центральному рынку. РБТ.ру магазин. Бывший Эльдорадо здесь раньше когда-то был.
А вот впереди уже центральный рынок виднеется. Парковка вся забитая. Подходим к остановке на центральном рынке. Ну, кстати, рынок еще работает. Люди еще есть. А здесь вот типа ярмарочки такой. Видите, они ее застеклили. Раньше открытая была. Снежки лепят. Подходим к Карл Маркса перекрестку. Зашел здесь в Айк-бистро. Там не работало. Съел сейчас шаурму. И он чаек иду горячий пью, потому что уже ноги мокрые и начал замерзать. Ну, сейчас еще немножко по Карл Маркса с вами прогуляемся. Наверное, вызову такси и поеду на машзавод. Яндекс, благо, выручает. Цены стали более адекватные. Автобус у нас сейчас следующий только будет 3:30 или в 3 часа электричка. Короче, долго еще ждать. Поэтому, скорее всего, на такси поедем. До машзавода сейчас цена колеблется проезда, наверное, от 240 рублей до 400 там. Ну, не считая всяких там эксцессов, так сказать. Когда там какие-то погодные непонятные условия. Тогда бывает и 700-800 растет цена. Но это единичный случай. А вот и Карл Маркса. Туда налево выезд на комбинаты в сторону Донецка идет. Через путепровод, который через железную дорогу идет. А здесь направо идет спуск в сторону Северского Донца и на набережную. И парк здесь вот такой идет по центру улицы. А здесь магазинчики всякие идут. Перешел я на центральную часть парковую. Впереди вот у нас фонтан виднеется, который никак не доремонтируют. Один-единственный в Каменске, он и не работает толком. И ДК Гагарина у нас здесь. Ну, здесь обычно какие-то представления идут. И плюс кинозал здесь. Фильмы крутят постоянно. И реклама постоянно идет. Ну, все блокбастеры, все, что выходит. Сейчас вот Аквамен идет новый. Я уже, правда, дома на компьютере посмотрел. Ну так, на один раз. Кино, наверное, на любителя. А снегопад тем временем продолжается. И довольно-таки много людей на улице гуляет. Хотя и так сыровато. Проходим торговый комплекс ВИП. Ну, какие деревья красивые. ФСБ банк вдалеке виднеется. И подходим к площади Труда. О, ларечек такой газетный. А вот и площадь Труда. Совсем недавно здесь были иллюминации, стояла елочка. Не знаю, мне кажется, и вот елку можно вполне, чтобы она весь январь стояла, особенно если вот такая снежная погода, можно и не убирать. Проходим Дон Быта. Заснеженный сабвей в парке. Ну, сейчас ветерок небольшой идет, и, гляньте, снег с деревьев сдувает. Много снега налипло. Но благо дождя не было, поэтому обледенения нету и ветки не ломает. Бизнес-центр Северский Донец. А эта вот улица туда пошла в сторону ЖД вокзала и бывшего паспортного стола.
Гринхолл отель какой-то сделали. Раньше непонятно, что это за здание было. То ли общежитие какое-то, то ли еще что-то. Росгорстрах здесь был, офис. А сейчас вот отремонтировали и гостиницу сделали. Интересно. Пришли мы на набережную. Ну, а здесь у нас как ремонт начался, по-моему, еще летом. Перерыли тут все. Так и забросили. Вроде там внизу какие-то работы шли. Сейчас спустимся, посмотрим. Но я, честно говоря, не понимаю, зачем было вот эту парковую часть полностью разбирать, чтобы она вот потом год в таком непонятном состоянии стояла. Ну, сейчас, правда, снегом все припорошило, а так-то снизу здесь грязь, ни лавочек, ничего нету, вот бордюры новые лежат. В общем, у нас сначала делают, но потом думают. Вышли мы к Северскому Донцу, вдалеке старая станица виднеется, понтонная переправа. И гляньте, там даже на льду с той стороны рыбаки есть и не боятся. Понад берегом сидят. Интересно, что там ловится. Ну, кстати, воды очень много. Вода практически в летний уровень. Что значит, видите, осадков много и воды много. Стройка вся остановилась, все засыпано снегом. Там, кстати, вдалеке уточки. Гляньте, течение довольно-таки сильное. Как мужики вот это сидят, не боятся. Интересно, что они там, окушки или ласкерики клюют у них. А может и гибридик или плотва. И вон еще один. Но он перебрался, он вот здесь ближе сидел. И тоже, вон, видите, бровка ледяная. Как они туда перескакивают, непонятно. Провалиться можно, конечно, только так. Ну, тут, конечно, в принципе, какое-то время назад был мороз. Минус 20 несколько дней. Поэтому, в принципе, места, где более спокойное течение, лед, наверное, более-менее замерз. Да, если бы, конечно, недельку так бы постоял, тогда бы точно было бы. Смотрите, какая красота. Вот и подходит к концу наше сегодняшнее путешествие по Каменску-Шахтинскому зимнему, заснеженному и вот Северскому Донцу, льдом покрытому, но не везде. Надеюсь, вам понравилось. Так что подписываемся на канал, ставим лайки, пишем ваши комментарии. Как всегда, всем желаю крепкого здоровья, мирного неба. Ну и до новых видео, до новых встреч. Давайте, дорогие мои, пока-пока.